Здравствуйте, друзья! Я сегодня нахожусь в супермаркете, зоосупермаркете Аквазоол. Это под Веной тоже недалеко. И сейчас посмотрим. Наконец-то я нашел, где есть еще морская аквариумистика. Вот сейчас мы посмотрим. Тут рыбки-клоуны. Очень большая территория. Тут и морская аквариумистика, и пресная, и террариумы. Ну, мы, наверное, остановимся только на аквариумистике, то, что нас интересует. Я, конечно, этих рыбок всех не знаю, не буду называть, но вот это все клоуны идут. Вот разные вариации, это уже, ну, вот это синяя, желтая, это не клоун, конечно, забыл, как она называется. Сейчас мы тут, если на ценниках где-то увидим, не вижу. Вот это черные клоуны, тоже прикольные. Тут я не буду там сильно заостряться на ценах, там на всем этом. Так мы ознакомительно. Тут есть еще вообще магазины, которые чисто по морской аквариумистике. Но пока я до них еще не добрался. Они там не каждый день работают. Поэтому пока что так. Ну, я считаю, что тут тоже очень большой выбор. Креветки. Везде, если вы обращаете внимание, везде и кораллы. Ну, там в коральчиках, в зантусах меленькие какие-то креветочки бегают. О, вот это классные креветки. Когда у меня был морской аквариум, хотел я себе такую. У меня была креветка доктор. Ну, вот тоже креветки. Там и крабик. Там есть. Вот тоже какая креветочка маленькая, интересная. Тут тоже вообще чудные такие крабы. Улитки, вот такие улитки у меня были. И вот такие конусные. Они там турбо, по-моему, называются, да. Турбо. Наверное, я ускорюсь, потому что тут еще много-много интересного, что хотелось бы посмотреть. Ну, в принципе, там сейчас подойдем еще к пресной аквариумистике, где рыбы. Я уже так пробежался немножко. Очень круто тут сделано освещение. И, конечно, краски рыб играют вообще по-другому. Какие-то необычные вообще рыбы.
Да, конечно, морская аквариумистика это вообще совсем другое. О, а вот собачка. Ну, у меня они были. Ловил я их в Азовском море. И жили они у меня в морском аквариуме вместе с кораллами совсем. Очень даже нормально. Такой аквариум больше уже интересно оформлен. Я, конечно, даже не знаю этих всех названий. Что не знаю, что не могу сейчас вспомнить. Ну, в принципе, я думаю, что это не катастрофично. Главное посмотреть, полюбоваться красотой морской аквариумистики. Да, это, конечно, не дешевое удовольствие, но тоже все зависит от размера аквариума. Допустим, у меня был 50-кубовый кубик, и вполне это было ну, по силам содержать такой аквариум. Есть такие травники, которые там не намного дороже по оборудованию, чем такой маленький морской аквариум. Ну, в общем, ко всему, смотря сколько ты готов вкладываться в это все дело. Вот. Ну, так, я еще раз вам покажу общий план этого морского отдела. Вот тут еще кораллы. Да, конечно, через телефон не так это все передается, эти краски. Но поверьте на слово, что очень красиво. Гонеопоры вот классные. Эуфилии. Вот такие у меня были эуфилии. Тоже он... Это все эуфилии. Такие большие емкости, аквариумы, в которых находятся кораллы. Это зоантусы у нас. Ксения пульсирующая. Там вдалеке тоже зоантусы. Ксения пульсирующая среди кораллов считается там чуть ли не этим, ну как сорняком, но мне она очень нравится, как она, вон там огромный куст Ксении пульсирующей. Это леденцы. Вот так все выглядит. Так, ну пошлите дальше. Тут холодильники с кормами. Всякие вот живые корма. Тут и трубочник, и артемия, и дафния, циклоп. Все вот в таких вот пакетиках. Купил живой корм. Это мотыль, я так понимаю. Вот дафния. Этот планктон, микропланктон. Ну, очень удобно, конечно.
во-первых, и, ну, так, если какая-то рыбка отнерестилась, там надо мелкий корм, не у всех оно есть. Да и вообще живым кормом, конечно, желательно подкармливать рыб. Потому что сухой, конечно, тоже хорошо, но а тут замороженные корма. Так, тут помпа течения. Это все тут, я смотрю, оборудование для морских аквариумов. Скиммеры. Вот освещение. Ну, конечно, освещение в морском аквариуме это самое, наверное, дорогостоящее оборудование. Вот тут всякие декорации искусственные, это тоже для морских аквариумов. Вот из них делаешь эту декорацию, и потом на них уже поселяешь кораллы. Вот у меня был такой, есть вот белый камень, это такой же, только он покрашенный под натуральный цвет. Рипси фирма. Вот плашечки, на которые тоже селишь кораллы. И потом на эти камни, на декорации тоже приклеивается оно все суперклеем обычным. Ну не, и все нормально. Так, и вот мы перешли к стоечке с рыбками. Тут сразу попутно покажу. Вот большая стоечка. Это тут растения. Мироместенные растения, это которые выращены в лабораторных условиях. Они якобы должны быть там без всяческих водорослей, улиток, то есть как бы стерильные. Так, тут на верхнем этаже у нас петушки. Тут тоже петушки. Все они как-то под верхом, они сидят, попрятались. А вот можно заснять. И тут тоже, но что-то никого, все они там где-то под верхом. Самочки. Так, тут всякая мелочевка для наноаквариумов. Не буду их все перечислять, тут, конечно, их множество. Вот сейчас для истории пройду по прайсам. Вдруг кому-то интересно, как какие рыбки называются. Эти ракушки фильтраторы, когда-то хотел, и якобы там очень хорошо фильтруют воду. Вот, галактики. Ага, тут креветочки пошли. Это у нас в Тайване. А вот смотрите, кто у креветок ползает. А это у нас планария.
Прям колерованная полная. Это, конечно, не есть хорошо. Да, во всех, вот везде, где креветки, везде планария. На том этаже. Тут я не вижу. Ну, какой рак. Флоридский синий рак. Да, ну, конечно. Планарию так в магазинах я, конечно, еще не видел. Хотя, конечно, очень все вроде как ухожено. Но... О, вот и наши микротетрадончики. У меня один остался, я там в предыдущем видео показывал. Потому что вот тот, что там залегал на дно, так он, короче, спустя время опять то же самое вытворил и погиб. Но он как-то изначально какой-то был, мне кажется, что немного то ли больной, то ли не знаю, короче, что-то с ним не то было. Вот еще тетрадоны леопардовый. А не, это леопард, это не тетрадон. А, ну да, вот тоже леопард, кугельфиш. Леопардовый рыба-шар. И вот элеотрисы ковровые. Тоже когда-то были у меня. Очень интересная, красивая рыбка. В размножении не очень сложные. Это тут щучки. Конечно, вот смотрите, видите, ну цвета, я не знаю, как телефон передает, нет, тут они прямо, ну, горят. Вообще. Такое ощущение подобрано, что рыбы просто горят. Вот цихлиды. Тут вот видите установки осмоса. Тоже это все для морских аквариумов. Вот тут тесты и всякие добавки. Это соли. Вот я пользовался вот этой солью. Тропик Марин фирма, ProReef. Отличная соль, мне вполне устраивала. Вот тут всякое множество всяких бактерий, добавок, корма для кораллов. Это все тоже морское, все морская аквариумистика. Всякие микроэлементы, которые там могут не хватать их в воде. Для кораллов, но это в основном все для кораллов, потому что рыбы, ну, поскольку там, а вот кораллы, особенно требовательные, жесткие кораллы, они очень требовательны к всяким микроэлементам, и их тоже нужно кормить, потому что это те же самые животные, поэтому вот так. Еще большая стойка с пресными рыбками. Посмотрим, что тут. Тут у нас гурами всевозможные.
Дания Aurerio. Везде они стабильно есть. Природной формы. Макроподы. Галиусы. Везде внизу грунты. Грунта, как правильно. Барбусы суматранские, боцы и клоуны. Разбора клинопятнистая, барбус Шуберта, огненный барбус, пятиполосый барбус. Вот что-то есть, но это, наверное, я думал, что типа как на глушку похоже, но нет, это просто альбинос, наверное, Данио. Пистограмма какаду. Водорослиеды. Еще пистограммки. Вот пистограмма Gold. Цены, конечно. Вот на таких ярмарках, которые есть видео на канале, где я бываю периодически, там, конечно, цены на порядок ниже. Ну, там, конечно, нету такого разнообразия рыб, но все равно там есть интересные. Кстати, таких пистограмм я никогда не видел. Яркие. Вот эти барбусы Денисони, если я не ошибаюсь. Вот они, конечно, тут вообще горят красками. Я представляю там такой аквариум. Литров бы на 400 и стайку классную. Травничек. Будет, конечно, огонь выглядеть. Тут черные скалярии очень тоже интересный. Такой цвет интересный, черно-коричневый. Очень прикольные. И вот подошли мы к королям аквариумистики. Это дискусы. Ну вот эти диски, они, конечно, они какой-то цвет такой просто выжигающий глаз. Ярко-ярко алые. Это не передать, какой окрас у них. И с дискусами еще коридоросы, Венесуэла оранж и Венесуэла блэк. Диски, конечно, супер, но цены, вот смотрите, 80 евро, маленькие 50. Эти тоже 80 и 50. Все какие-то по 100 евро. Ну да. Так, тут всякая храцинка пошла, тоже мелочевка. Неоны, куда же без неонов. Рыба всех времен и народов. Ну, она, конечно, классная. Неонов никуда не деться. Они все также остаются популярными. И по праву. Вот смотрите, тут столько манок.
собирают растючку. Черный неон. Тут самы рыбиносики прикольные такие. Вот тоже, вот они, ну цвет вообще. Что это тут за лампы? Какой спектр они подобрали, ну вообще цвет, ну, не передать. Вряд ли он будет такой же у нас в аквариумах, но тут они выглядят шикарно, конечно. Уже видео приближается к получасу. Хоть интересно еще покажу. Вот смотрите, какие. Что это за рыба? Вот такая рыба. Ну, она прикольная. И вот еще один отсек с живородкой. Не могу не показать живородку. Пиццилии тоже, они просто горят на глазах. Свет, ну, просто вообще класс. Всякие неоновые. Ну, оно немножко, конечно, наверное, не совсем честно с таким освещением продавать рыб. Потому что у людей дома, ну, далеко не у всех такое освещение. Если он покупает такую рыбку, домой приносит, но она совсем не в тех красках. Ну, не так ярко она светит. Ну, вот пиццилии вообще класс. Они крупные такие вообще. 5 евро. Так, гуппи. Гуппи тоже очень яркие. Я не знаю, это 100% все импорт. И я пока остановлюсь на тех, что у меня есть. Эндлера, японика, блю японика, уже там малька дали они. Эти, конечно, ну, интересные. Это таксета, да? Ну, гуппи тоже. 5 евро, 7 евро есть. Тут тоже очень яркие, вот, ну, вообще супер красивые. Тут, конечно, можно на гуппи залипнуть. Смотрите, какое просто краски вообще всевозможные переливаются. Класс. Все горят красками. Вот эти красивые, очень такой нежно, ну, розово-алый цвет. Очень красивые. Меченосцы. Это что-то тут. А, ну тут самочки. Гуппи. Малинезии. Снежинки. Черные, оранжевые малинезии. Ну, вот этот мне, конечно, вообще понравился. Калейдоскоп красок просто. Давайте вкратце я вам так покажу по оборудованию. Так, аквариумные наборы.
Так, там для прудов все не очень интересно. Вот чехиросы, светильники ВРГБ. Это как раз те светильники, чтобы так рыбы такими красками горели, как у них в аквариумах. Но они-то стоят, конечно, тоже прилично. — 60-сантиметровый светильник 300 евро. Но он 67 ватт мощный. И вот эти мини какие-то интересные, сколько они. Размер какой. Так, ну тут сачки. Тут тоже фильтра, внешники. Внешники. В основном все Ихайм. Ну, в принципе, тут 3 марки Ихайм, JBL и вот УАЗ. Тут внутренние фильтрочки, наполнители для фильтров, губки, керамика. Вот тоже светильники. Тут уже попроще. Ну как попроще? Не сильно попроще. Вот и Хаймы тоже. Ювели. Я не буду сильно зацикливаться на этом. Так, я не знаю, кто досмотрел, тому огромезный респект. Вот тут коряги. Вот еще туда стеллажи идут. Так, тут СО2 и все, что для него надо. Установки СО2, диффузоры, ну, в общем, все для СО2. Тут тоже химия, всякие бактерии, тесты. Вот, кстати, то, что им надо. Против планарии средства. Ага, листья, какие-то панга. Это вот креветкам. Ну и если аквариум хочется сделать в биотопном таком стиле, чтобы вода была более желтая, такая, ну, более коричневая, то вот эти листья можно добавлять и будет классно. А тут всякие декорации, кораблики. Тут всякие бонсайчики. А вон, смотрите, какие там прям бревна лежат сверху. Губка Боб, куда ж без губки Боба. Вот, смотрите, наткнулся на маленькую стоечку, тоже не могу не показать, с креветками. Но тут не акаридины, я так понимаю, в основном. И улитки всякие. Рили, красные рили. Отсвечивает, конечно. Неретинки, улитки. А вот и тут тоже друзья эти есть. Это, конечно, интересно. Конечно, вот большие аквариумы с растениями. Живые растения. Стебелька, эхинодорусы,
Анубиасы, папоротники. Вот тут немножко сейчас собирают. Вот тут длинностебелька. Смотрите, какая интересная криптокарина Браун. Буцефаландрики, эриоколоны. Тоже все под светом ВРГБ. Краски очень сочные. Так, тут удобрения всевозможные для растений. Ну и тоже остальное, всякие кондиционеры для аквариума. И стоечка с кормами. Вот эти фирмы тут тоже есть, которые пробники мне давали. Хорошо они едят рыбы его. И разборы, и гуппи кушают отлично. Ну что, на этом будем заканчивать. По-моему, у меня еще таких длинных видео не было. Еще раз спасибо, кто досмотрел. Подписывайтесь, комментируйте. Извините, если я там медленно рассказываю. Ну, сама обстановка такая умиротворяющая, она не располагает, чтобы тут как-то очень активно это все рассказывать. Ну, в общем, конечно, площади огромные, выбор всего огромный. Очень понравилась мне морской отдел с морской аквариумистикой. Ну и пресная, вот, ну, я такими рыб с таким цветом, чтобы они так играли красками, я еще так не видел. Ну, как бы везде, да, оно яркое освещение, но тут как-то особенно там какой-то спектр вот этот подобранный, что рыбы просто, ну, такими красками я их не видел никогда. Вот. В общем, всего хорошего. Дальше будет еще видео. Еще буду... Все-таки я надеюсь, что я попаду в эти магазины, которые полностью посвящены морской аквариумистике. Так что будет еще много интересного. Смотрите. Всем большое спасибо. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.